Всем привет, с вами Аркадий Романович. Обзор сделок за сегодня, 17 июля 2019 года. $575 профита, один всего лишь трейд. Да, я пропустил достаточно хорошее движение по золоту, которое сегодня было. Мы об этом тоже поговорим, но для начала давайте разберем эту сделку, и я вам покажу один из самых сильных сигналов, который лучше всего работает в состоянии моментума, то есть когда рынок готовится обвалиться, да, или взлететь. Для начала посмотрим на те критерии, то состояние рынка, то есть что с рынком происходит перед этим и на что вам следует обращать внимание, чтобы такие движения ловить. Давайте разберем эту сделку. Я вошел в районе 1403.06, 1403.06, вот здесь я продал. Сейчас мы разберем подробно, да, и последовательно, как я входил в позицию. И мои цели были 1476, 1476, вот здесь на предыдущей важной структуре, это вчерашний дневной минимум. Довольно неплохой трейд, отличный вход, отличный выход, ну, практически как обычно. Практически как обычно, не 100% сделок именно такие, но большинство, потому что у рынка есть определенные паттерны поведения, и когда он усиливает движение, и когда цена разворачивается. Да, и чаще всего эти паттерны привязаны к структуре рынка, ключевым зонам поддержки сопротивления и к Фибоначчи зонам. Это основные инструменты, которые мы используем для взятия тейк-профитов. Так вот, что предшествовало этой сделке? Самый главный момент, ключевой момент для хорошей сделки, если вы хотите поймать моментум или сильное направленное движение, это пробитие ценой единовременное. Пробитие ценой сразу нескольких уровней поддержки либо сопротивления. Вот здесь, посмотрите, мы пробили сразу часовой и 15-минутный уровень. Если я сейчас наведу мышкой, вот сюда вы увидите поддержка час H1 и здесь рядом M15. То есть мы пробили целый кластер из двух уровней, который со старшего таймфрейма. То есть я торгую на минутном графике, да, здесь мы видим 15-минутные часовые зоны, то есть во сколько раз, да, эти уровни старше. И следующее, чего мы с трейдерами ждем, это паттерна сигнала. И когда коррекции совсем небольшие, как вот здесь мы видим, рынок обвалился и совсем небольшое восстановление, чаще всего мы используем сигнал, который называется ротация бара. Это один из самых лучших сигналов для торговли в достаточно сильном тренде, либо в тренде, где очень маленькие коррекции. Так вот, здесь что произошло? Мы имеем черные бары, обратите внимание, бары черные, затем рынок начинает незначительно восстанавливаться к предыдущей зоне, бары становятся белыми, то есть локальный микро такой бычий тренд, небольшое восстановление. И как только бары снова становятся черными в направлении импульса, это sell, то есть мы открываем сразу sell позицию. Что потом произошло, не так важно, в том смысле, что если бары обратно меняют цвет, надо выходить. Нет, такого правила нет. Стоп-лоссы ставятся за экстримом вот этой коррекции, да, и цели по Фибоначчи плюс важные зоны поддержки сопротивления. Здесь мы видим предыдущую дневную зону, это вчерашний лоу. Вот таким образом. То есть, но первое, самое главное, это пробой, выход из диапазона, пробой сразу нескольких структур, потому что рынок в утреннюю сессию долгое время находился в диапазоне, и так никак не мог определиться, да, куда ему пробить, но здесь мы увидели четкий пробой. Количество пунктов здесь небольшое было, 25 пунктов, я торговал объем в 2,5 лот, да, и в итоге $575. Но затем я упустил потрясающую возможность, вот здесь я ее караулил долго, но по какой-то причине я ее прозевал, не будем сейчас искать каких-то объяснений и оправданий, прозевал и все. Давайте тоже расскажу, потому что это один в один сделка, только уже на покупку. Вот мы сегодня с трейдерами тоже этот момент обсуждали. Импульсная волна, сила сигнала номер один. То есть мы также пробили вот здесь уровень предыдущий с разных таймфреймов, скорректировались к этой зоне, бары черные, затем белые, и вот здесь сигнал мы получаем на открытие сделки, на покупку. Самый ранний сигнал после того, как цена пробивает сразу несколько уровней, да, несколько уровней поддержки сопротивления. Вот здесь мы видим как раз целый кластер. Посмотрите, сколько уровней мы пробили. Вот здесь. Раз, два, три. Сразу целую зону вытеснили, к ней вернулись. И я упустил эту возможность. И эта возможность была примерно на $1500. Может быть, даже чуть больше. Ну, такое происходит, к сожалению, мы не роботы, иногда бывает такое, что ты какие-то позиции упускаешь, но я хочу обратить ваше внимание, что это один в один сделка, как вот здесь слева. Один в один, то же самое, только здесь на sell при чуть низкой волатильности, а здесь уже рынок проходил порядка 30-40 пунктов, да, там это было примерно 25 пунктов. Давайте разберем трейд, который я планирую, хотя уже достаточно поздно, но если эта сделка появится, я в нее войду.
Первое, что мы здесь видим с вами на графике, рынок бычий, никаких сомнений нет. Если мы построим структуру рынка, мы увидим импульсную волну. И сейчас рынок в стадии коррекции. Коррекция, мы здесь видели TC-BY сигнал, я его не принял. Почему? Потому что вне зоны ценности. А где эта самая зона ценности? Вот здесь. Предыдущая дневная зона, это вчерашний экстрим. Здесь же мы видим предыдущую структуру, чуть левее тоже отличная зона. И мы говорим, если рынок придет сюда, и вот здесь мы увидим стрелочный сигнал TC-BY, это покупка по тренду в направлении движения рынка в районе 1418 за тройскую унцию. Цели первые здесь, примерно 50% диапазона основных здесь, но учитывая, что вечер, достаточно здесь и отличное соотношение риска к прибыли. Эту сделку я планирую, если я в эту сделку войду, то она обязательно появится в обзоре на завтра. Если нет, ну тогда сегодняшний день можно считать закрытым. Надеюсь, что завтра мне удастся торговать более сконцентрированно, ну и, конечно, прибыльно. Ну а вы также можете подключаться под этим видео по ссылке, будете торговать по системе Cluster Trader, ну и, конечно, все видеть воочию в закрытом чате. Все, всего доброго и до встречи. Пока.